Ну что, набережную отстроили. Вот оно какое тут волшебство. Свято-Троица, Никольский мужской монастырь. Ну, сразу попадаем на шикарнейший вид. А вот он, Куршавель на Клязьме. Хорошо, что в городе не потеряешься. Посмотрим, что там такое. О, какой домик, рядом с домом Ершовых. Женский Сретенский монастырь. И видок отсюда, конечно, эпический. Всем привет! Сегодня едем в Владимирскую область, в город Гороховец. От Москвы примерно 360 километров. Город стал для москвичей куда доступнее со строительством платной дороги М12 Москва-Казань. Время доезда сократилось настолько, что есть возможность осмотреть основные достопримечательности за один день. Бегло, конечно, но лучше, чем ничего. Крутой поворот направо. Хорошо, встанем здесь. Итак, город Гороховец. Смотрим. Главная площадь города – площадь Потоличева, названная так по имени местного уроженца, командира бригады в Первой конной армии под командованием Семена Буденного. Правда, расположенные тут достопримечательности к гражданской войне никакого отношения не имеют. Вот, например, Женский Сретенский монастырь. монастырь основан в 1658 году указом патриарха Никона. Он был закрыт уже при советской власти, здание передали под нужды различных учреждений. Вернулись в Сретенский монастырь монахиням лишь в начале 2000-х. Все, естественно, ухожено. Цветы, дорожки, газоны пострижены. По-другому и быть не может. Так, выходим из Сретенского монастыря. Дальше в город. Продолжаем нашу прогулку. К постройкам монастыря примыкает дом купца Ширяева. Эти белокаменные палаты были возведены больше 3 веков назад и ныне входят в число старейших архитектурных памятников города. Григорий Ширяев был одним из богатейших купцов 17 века. На его деньги построено 4 храма и, как пишут, и значимая часть Сретенского монастыря. Скажу сразу, местные купцы щедро жертвовали на церкви и монастыри. Именно благодаря их вкладу в городе сформировались ансамбли храмовой архитектуры, в том числе 3 монастыря, действующие до сих пор. Бывшая усадьба Карликовых. А напротив говорят, что это был их трактир. А это дом купца Ершова, постройки 80-х годов 17 века. Он считается старейшей гражданской постройкой в Гороховце и одной из старейших во всей России. Дом представляет собой 3-этажные белокаменные палаты. Сегодня тут музей купеческого быта. А эти дубовые ворота сохранились здесь со времен Ершова. С трудом верится, но так написано в путеводителях. В конце 17 века Семен Ершов был одним из богатейших людей. В его производственный комплекс входили винокурни, солодовни, мельницы. Большая часть храмов, сохранившихся в Гороховце, была построена на его средства. Но уже в следующем 18 веке на первый план выходит другой род – Ширяевых. Они и выкупают имение. А еще через полвека перепродадут его купцам Сапожниковым, которые владели палатами вплоть до национализации в 1918 году. О, какой домик, рядом с домом Ершовых. Нагорная 2. А это Пужалова гора. Так, а тут в парк. На Пужалову гору подъем по такой длинной крутой лестнице. Сейчас мы туда и влезем. Посмотрим, что там такое. Лавочки, можно отдохнуть. К счастью для горожан, это не главный вход в парк. Да, мощная лестница. Уж не знаю, какая высота этой горы. Титрами напишу. Ну вот уже близится вершина. Вот такая тут деревянная фигура на вершине. И вон такая аллейка симпатичная. Домики для птичек с модной скошенной крышей. Грибы-поганки.
Хорошо, что в городе не потеряешься. Всегда понятно, куда тебе идти. А вот храм всех святых строился с 1910 по 1914 годы, как гласит табличка на его стене. Храм был закрыт в 1947 году, однако сохранился и вновь открыт в 1991. Ну, вот и такие памятники есть в Гороховце. Участникам локальных войн, вооруженных конфликтов, специальной военной операции, с честью выполнившим свой долг. Подходим к монастырю, а справа остатки валов. Рядом со Свято-Троицким Никольским мужским монастырем, построенным в 17 веке, остатки крепостного вала. До 1619 года тут был деревянный Кремль. Отсюда начинался Гороховец в 1168 году, когда князь Андрей Боголюбский построил форпост для охраны границ Владимира Суздальского княжества. Так, ну зайдем. Свято-Троица Никольский мужской монастырь. Древняя стена, кладка. Так, заходим и сразу попадаем на шикарнейший вид от ворот монастыря. Умели люди места выбирать. На месте сожженного в смутное время Кремля возводится деревянный Свято-Троицкий мужской монастырь, а потом на средства купца Семена Ершова в 1681 году строится каменный храм и другие строения. Главное строение монастыря – Троицкий собор, возведенный в 1689 году. Он двухэтажный. На первом этаже находится теплая церковь Святого Николая, на втором – летняя церковь, посвященная Святой Троице. И на камнях растут деревья, в данном случае цветы. С западной стороны от собора небольшой некрополь, уцелевший надгробие городской знати. Некоторым памятникам 300 лет. А теперь выйдем через маленькую калиточку на крутой склон. И посмотрим, там тоже шикарный вид должен быть. На Клязьму и бескрайние дали. Вот оно какое тут волшебство. Тайный проход. Спустимся уже по деревянной лестнице. Пойдем прогуляемся по набережной реки Клязьмы. Кто тут спрятался? Баба-ёжка в избушке на курьих ножках. Такой вот палисадничек у одного из домов. Улица Набережная, 46. Ну что, набережную отстроили в городе. Одна из точек притяжения – дом купца Канонникова, каменные палаты 17 века. Семейства у купца было немало, а потому и дом строился достаточно большой и вместительный. Выглядит он при этом весьма сдержанно, так как Канонников был не самым состоятельным торговцем и не мог позволить себе излишней роскоши. В 2018 году здесь открыли музей археологии, в экспозиции которого выставлены артефакты из экспедиции Института археологии Российской академии наук. Каменных купеческих палат 17 века в Гороховце сохранилось больше, чем в любом другом городе России, за исключением, наверное, Москвы. Их в городе целых 7. Считается, что эти дома и есть основная ценность Гороховца. Совсем рядом от дома Канонникова на набережной находится еще одно здание 17 века – дом другого купца Матвея Опарина. Главной особенностью дома является то, что крыльцо обращено к реке, что нетипично для того времени. А все из-за купеческой конкуренции, мягко говоря, не самых добрых отношений с купцом-конкурентом Семеном Ершовым. Так вот, Опарин приказал построить крыльцо с противоположной стороны дома, чтобы, выходя на него, не видеть Благовещенский собор, построенный на деньги Ершова. После реставрации 1980-х годов в доме Опарина расположился ЗАГС. Интересно, если женишься в здании постройки многовековой давности, то семейную жизнь строишь тоже на века? Понтонный мост через Клязьму. За ним третий монастырь Гороховца – Свято-Знаменский женский монастырь. А
О Благовещенском соборе я уже упоминал. Это тот, на который не желал смотреть от своего дома купец Опарин. Но мы не такие гордые, подойдем и посмотрим. Этот собор был построен в 17 веке на средства, как тоже уже говорилось, купца Семена Ершова на месте одноименной деревянной церкви. Входные двери в Благовещенский собор выполнены в особой технике и заслуживают отдельного внимания. За металлическим кружевом можно разглядеть бересту. Знал бы во время съемки, подошел бы ближе и вам показал. Пишут, что бересту использовали и как украшение, и для дополнительной гидроизоляции, так как береста отлично впитывает влагу. Долгое время комплекс Благовещенского собора был закрыт и сильно обветшал, но сохранился все равно лучше, чем его внутреннее убранство. Его пришлось восстанавливать практически с нуля, и все потому, что в советские годы внутри собора было зернохранилище. Высота колокольни при соборе 37 метров. Часовня возведена в 1887 году в память об убитом царе-освободителе Александре II. Он посещал Гороховец за 50 лет до того. Если вы въезжаете в Гороховец со стороны Москвы, то наверняка сразу же обратите свой взгляд на белокаменный храм. Это церковь Казанской иконы Божьей Матери, возведенная в 1708 году на средства купца Ширяева. В советские годы этому храму удалось избежать печальной участи. Богослужения здесь продолжались на протяжении всего 20-го столетия. Благодаря этому храм за прошедшие годы практически не изменился ни внешне, ни внутренне. Храм закрывали в 1938 году, но в 1948 снова начались богослужения. Ну а теперь бегло взглянем на гороховецкие шедевры деревянного зодчества. За день успел лишь к 3. Первый – дом Шорина, который многими признается самым красивым зданием в городе. Особняк построен в 1902 году по заказу крестьянина-предпринимателя и старообрядца Ивана Шорина. Предназначался он для сына, который проживал здесь с женой и 4 детьми. Сейчас в этом тереме находится Дом народного творчества и ремесел. Можно прийти сюда с экскурсией. Особняк председателя земской управы Федора Пришлицова. Постройки начала 19 века. Этот дом еще называют дом с русалками. В здании сохранились оригинальная дверь, растекловка над ней и почти все оконные рамы, что в российских реалиях большая редкость. Дом обильно украшен резьбой. На фасаде изображены львы, сирены и фараонки, грозди винограда, цветы и растительный орнамент. Крыша покрыта узорной железной чешуей. Впрочем, оригинальным осталось только внешнее убранство, а внутри все давным-давно изменилось. Сегодня это здание является обычным жилым домом. А в этом доме в начале 20 века жил купец из Кинешмы Мартемьян Морозов. Сегодня тут находится музей технической мысли. Его экспозиция рассказывает о быте купеческого дома, о промышленности Гороховца, в частности о судостроении. Да-да, вы не ослышались. Гороховец, как это ни странно звучит, это тоже город русских корабелов. С правой стороны набережной, если стоять лицом к реке, путь по берегу преграждает бывший кораблестроительный завод. Удивительно, конечно, было обнаружить в таком небольшом городе, да и не на столь полноводной реке, целый кораблестроительный завод, пусть даже и бывший. Тем более, как оказалось, знаменитый. Рекордные по размерам металлические баржи. Одна из них крупнейшая в мире на начало 19 века баржа Марфа-Посадница длиной 154 метра. После 1917 года буксирные теплоходы, сухогрузные баржи, более 1,5 сотен десантных мотоботов в годы Великой Отечественной войны, речные и морские баржи, сухогрузы, река-море, рыбопромысловые суда, портовые буксиры в послевоенный период. А тут не маленькие такие кораблики строились. Кто мог подумать. И где все это было построено? Да-да, именно здесь, в Гороховце, что на Клязьме, на судостроительном заводе, основанном купцом второй гильдии Семеном Семеновичевым. Начало истории завода 1891 год, завершение 1996. Ну ладно, завод. Но вот что точно не ожидаешь увидеть в городе на Клязьме, так это горнолыжный курорт. А вот он, Куршавель на Клязьме. Оказывается, Пужалова гора, на которую взбирался по крутой лестнице, чтобы попасть в городской парк, зимой радует и местных, и приезжих горнолыжников. Летом, конечно, трудно представить, насколько тут многолюдно зимой. Как бы то ни было, сайт говорит, что тут 16 различных трасс, в том числе для детей. Причем работает горнолыжка уже более 20 лет. Не знаю, как кататься, а вот учиться тут в самый раз. В целом, конечно, с горами тут, на высоком берегу Клязьмы, все в порядке. Есть даже одна загадочная. Она находится на окраине Гороховца. Даже, можно сказать,
сказать, за окраиной. По непонятной до сих пор причине это место оказалось почти совсем без высокой растительности. Поэтому и назвали гору Лысой. Рассказывают легенду, что якобы тут погиб какой-то татаро-монгольский хан, и на место его гибели каждый из воинов войска принес по шапке земли. Поэтому-то тут и ничего не растет. Ну не может расти отечественная растительность в чужой земле. Повествование явно с изъяном. Неужто солдаты тащили с собой в столь дальний поход родную, но здесь абсолютно чужую землю? Ну не знаю, может из чужой земли, но вид отсюда открывается эпический. День в Гороховце завершается. Пора возвращаться. Но оказалось, что запас красоты был выбран еще не весь. Часто бывает, что и сама дорога дарит подарки. Не ради ли таких закатных видов мы садимся за руль и мчимся в неизведанную даль за новыми впечатлениями?